я нашла у себя вот такой вот старенький поднос. Он сделанный из прессованных опилок. Лежал он у себя где-то заброшенный и ждал своего звездного часа. Ну не выбрасывать же его. И еще я себе купила самую обычную ароматную свечку в простом стеклянном подсвечнике. И вот лежат себе такие предметы в комнате незамеченными. А ведь они могут сделать комнату стильной и красивой. А надо-то, в принципе, чуточку акриловых красок, лака, капельку клея ПВА и красивую салфетку. И вуаля! Итак, приступаем к декору. И на старом подносе уже частично потерлась черная краска. Начну со стеклянного подсвечника. Загрунтую его акриловым лаком. И когда грунт высохнет, наложу коричневую краску. И он уже становится похож, как будто бы сделан из глины. Ну вот, уже красиво. Ну а я себе немного усложню задачу. Я сделаю еще объемный декор из силиконового молда и приклею с одной стороны подсвечника. И пока подсвечник будет сохнуть, я займусь подносом. И на подносе, в тех местах, где уже нет краски, я потру наждачной бумагой. Ну вот, дно подноса уже стало гладким, и я на него нанесу грунт. В качестве грунта будет густой клей ПВА. Дно подноса я покрою белой акриловой краской. Ну а на дне подноса будут рисунки роз, шикарных роз на черном фоне. Помните то видео, где я выбирала салфетку на шкатулку? И розы тогда не удалось мне поклеить. Сегодня подносик будет с розами.
и поскольку здесь на подносике есть такие два углубления, как бы имитация, сделан он из досточек, мне надо теперь, я с помощью губки углублю салфетку в эти пазы, чтобы она попала прям в середину. Салфетка уже приклеена, и теперь можно по краю подрисовать черной краской. Ну, это уже по желанию. Тут у меня поднос этот уже не новый, старый. Здесь есть уже свои потертости со временем. При желании можно их оставить, и будет выглядеть как такая античная вещь. Если не нравятся потертости, можно черной краской аккуратно зарисовать по всем краям и вокруг салфетки. Я немного зарисую по краям и также слегка здесь черный фон тоже сделаю ярче с помощью черной акриловой краски. Тем временем декоративный элемент на подсвечнике уже приклеился, и я его покрашу золотой краской. Ну вот такой уже красивый получается подсвечник. Я его еще оттеню золотом, золотой краской по верхнему и по нижнему краю. Ну и по бортику подноса я тоже сделаю узоры с помощью силиконового штампа и золотой акриловой краски. Ну и, скажем так, придам ему немного французского шарма. Ну вот, две очаровательные вещицы уже готовы. Ну и вы тоже можете дать волю своему воображению и украсить пару предметов. Желаю всем приятного творчества!